И я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на декаду, на 10 дней. Что случится, что произойдет, что будет внезапно, может быть и неожиданно. Неожиданные встречи, вот такой пункт с вами рассмотрим. Апрель для нас может стать очень таким знаковым месяцем для любого знака зодиака, потому что планетарные транзиты складывают сами по себе как перемены. Это своего рода состояние между прошлым и будущим. Конечно, это все не происходит за один день, и какие-то ваши решения к этому приводят. Но давайте посмотрим, вот каждый из вас пусть переложит ситуацию свою жизненную на те карты, которые выпадут, и принимаете лишь то, что откликается в вашем сердце, в вашей душе, мои дорогие рыбы и рыбки. Первая колода 78 дверей. Достанем 3 карты, 3 знака судьбы, как 3 подсказки. С чем будут связаны события этой декады с 10 по 20. И на колоде Таро дополним. Если мы спросили, что же там внезапно, что неожиданно. Может быть, таких и не будет моментов, но тем не менее, карту мы достанем. Что внезапно, что неожиданно для вас. Быть может, это вас удивит. И неожиданные контакты. Кто, может быть, появится или что появится. И следующая карта. Мы с вами узнаем, к чему же это все идет, к чему приготовиться. Что будет меняться в вашей жизни? Вот как причина и следствие. По основным сферам жизни, что ждет рыб и рыбок с 10 по 20 апреля в любви, в взаимоотношениях, финансы, что ждет рыб и рыбок. И ваши достижения, работа, учеба, документы, у кого-то важные встречи или ваши планы. Итак, первый знак судьбы, о чем нам тут расскажут карты, что для рыб и рыбок. Но хорошее настроение это точно проходит по этой карте. Это, знаете, как мы воодушевлены, нам кажется, что перед нами как, какой-то простор открывается, простор возможностей, хочется сказать. Конечно, эта карта иногда говорит, что вот возможностей может быть даже много. Может быть, это где-то внутреннее такое состояние, вдохновение, которое может нас вселять и оптимизм, и желание себя, например, попробовать в разных сферах жизни. Тем не менее, иногда эта карта говорит, как бы не замечтаться, есть такой момент, потому что выбор придется делать, как будто вариантов 7, а выбрать мы можем только одно. А может быть, этот выбор уже в вашей жизни состоялся, и кто-то воодушевлен и идет на новую работу, занимается новым проектом, кто-то в предвкушении обучения, может быть, курсов, да, прохождения, и потом какая-то ваша мечта, может быть, вы как минимум на шаг ближе к исполнению этой мечты будете, так сложится, может быть, обстоятельства. Почему так говорю? Следующая карта выпадает, карта заслуженного успеха. Да, действительно нужно пройти еще какой-то путь, для этого потребуется мужество. Для кого-то из вас это как что-то новое. Все-таки элемент какого-то нового начала он присутствует. Потому что вот это воодушевление, оптимизм, оно не на пустом месте рождается. И, скорее всего, для кого-то это построение карьеры, для кого-то из вас, правда, как новый цикл, который вы начинаете как с нуля. Может быть, и не с нуля, пусть это даже привычная работа, но, значит, там тоже какие-то подвижки происходят, хочется сказать, что-то меняется, может быть, руководители меняются. Всегда по этой карте последующие успех именно идет. Да, нам предстоит еще, может быть, стоптать не одни башмаки, будем говорить, но если мы вот так целенаправленно к чему-то идем, этот успех обязательно будет. Для кого-то из вас работа, связанная с переездами, командировками, или это желание видеть мир и вообще куда-то переместиться. Для кого-то из вас работа посредством интернета. Вот конкретно нам карта говорит, дверей закрытых нет, а у нас с вами колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты – это принципиальный вопрос. Поэтому, может быть, это вы приступаете как ваше творчество, монетизация творчества или какого-то проекта, дополнительная работа. Кто-то желает иметь дополнительный доход и тоже вот посредством интернет. Очень, кстати, символично, потому что планета Уран 26 апреля переходит в знак зодиака Близнецы. И поэтому
Все то, что связано, может быть, вот с новыми цифровыми технологиями или с прежними, или то, что, ну, вот именно расширяет где-то для нас горизонты изучения языков. И это для вас будет, надо сказать, что на последующий период для вас очень важна именно финансовая составляющая. Поэтому для кого-то из вас вот именно те желания, которые вы хотите реализовать, но в контексте больших заработков. Много сказала, ну давайте второй знак судьбы. А ведь и правда, смотрите, иногда по карте шестерка мечей – это дороги, а сама по себе карта колесница – автомобили, перемещения, конечно, перемены, мои дорогие. И причем карта популярности, посмотрите, нашему герою как будто встречает его толпа. Букеты и знаки внимания, признания, то есть фанаты буквально. А ведь и правда, вы как будто на пороге успеха, мои дорогие, в решении какого-то вопроса, а может быть и правда переезда. Ух, как шикарно. Пусть оно так и будет для каждого из вас в реальной жизни. Вы часто слышите от меня, 6 – это всегда победа. Так вот, карта заслуженного успеха, а шестерка пентаклей вообще очень емкая карта. Да, это карта финансового успеха. Но помимо этого у нас тут подарки. А еще мы говорим, это как помощь высших сил. Апрель месяц может быть для вас очень добрым месяцем. Время, когда его нельзя просто так вот как-то, да, прожить. Его нужно обязательно не упустить вот что-то важное, я вижу так. Потому что шестерка пентаклей иногда говорит о тех событиях, когда вот правда так энергии вокруг вас складываются, что вот вам что-то идет на пользу. Или для вас, мои дорогие, что-то идет в плюс. Поэтому мы всегда, конечно, можем делать выбор. И семерка, почему мы говорили иллюзорного успеха, когда, может быть, вы устали, может быть, и действительно с учетом вот этих всех карт у кого-то предыдущий период был достаточно напряженным, много работы. И физически хочется отдохнуть. Но тут, знаете, наверное, как в спорте, поднажми в конце, потому что именно вот энергии сейчас складываются для вас со знаком плюс. А я бы еще сказала, Уран – это последний транзит Тельце, это уже завершающий до 26 апреля. И это, знаете, как помощь высших сил, даже если мы говорим об астрологии. Потому что в данном случае Уран помогает знакам зодиака стихии Земли, понятно, и воды, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Вот у вас как раз такое положение. Карты тоже показывают. Третий знак судьбы. Опять же, заработки. Нам здесь показывают человека, который доволен собой. Да, я иногда говорю, это карта эгоиста. У меня все хорошо, мне ничего не надо. Ну, дай бог, иногда каждому из нас, наверное, такое состояние очень хочется ощутить. Но вы останетесь чем-то довольны определенно. По крайней мере, нам тут уже не раз где-то сказали о финансах. Потому что, по сути дела, любая карта может где-то свидетельствовать, даже семерка кубков. Потому что есть именно возможности помечтать. Или есть какие-то добрые предпосылки. Ну и, понятно, карта финансового успеха, где-то карта перемен, причем таких добрых, где-то стремительных, хотя иногда олицетворяет выбор, у кого-то так может быть. Но и по этой карте это, знаете, как в квадрате. Именно какой-то финансовые плюсы, будем говорить, получение самого по себе денег. И я не исключаю, что, может быть, это и в виде подарка, в виде помощи или какие-то предложения такие. Но если мы говорим карта эгоиста, да, иногда, ну, может быть, для кого-то проиграется как усталость, когда такое тоже в жизни бывает, из разряда накатило, когда мы много работали. Ну да, мы видим плоды труда своего. Вот вы явно это видите. И хочется, ну вот, побыть немножко самому по себе или самой по себе. Хочется именно вот насладиться как результатами своего труда и, ну, на что-то не отвлекаться. Не подзастрять где-то в этом состоянии тоже имеет смысл. Ну, давайте не будем так забегать вперед. Карта все же настойчиво подтверждает все то, что я сказала. Очень добрая карта. Причем такая, знаете, и рационально, и материально, и близко к жизни. Поэтому у вас, мои дорогие рыбы и рыбки, что-то очень хорошо, красиво может сложиться. Что внезапно, что вас удивит? Выбор. Ну, может быть, и выбор по работе. А что это такое, с чем это связано? Тот выбор, который
где-то в виде воспоминаний, с одной стороны, о том, что вы уже пережили. Или, может быть, это нам не говорят, какой сферы жизни это касается. Но мечи тут работа интеллекта, это явно. Поэтому, наверное, у каждого будет по-своему. У кого-то вот этот проект, который касается работы, ваших достижений, построения карьеры, каких-то, в принципе, возможностей, может быть, и учебы. А у кого-то этот выбор, может быть, и касается личной жизни. Так какая сфера жизни все-таки? Карта императрицы. Да тут все вместе, с учетом этой карты. Мои дорогие девочки, ну тоже какой-то выбор, да? Может быть, он и касается, опять же, какого-то процесса трудового. Хотя точно так же это вопрос может быть для вас, мои дорогие мужчины, выбор, ну, может быть, все же больше личная жизнь. Для кого-то из вас место проживания, может быть и так. Аркан императрица, тут все важно. Тут и о любви, тут и о финансах, понятно. Тут и дом, когда хочется, чтобы полная чаша, так, чтобы тылы наши были надежные, да, куда мы приходим отдыхать. Дом нас принимает любых. Для кого-то вопросы, связанные с детьми, мои дорогие. Ну, наверное, опять же, переложите на себя. Внезапно, неожиданно, несмотря на то, что хоть и есть какой-то выбор, и есть пока воспоминания, а ведь и правда, в этот период апреля, я бы сказала, с учетом все же старших арканов, да, а у вас уже 2 старших аркана, да и вот эти вот очень положительные карты. Сочетание у вас такое, мои дорогие, когда вот что-то хорошее перекрывает какие-то минусы. И, может быть, это для вас даже неожиданно для кого-то. Кто-то настроился, ну, больше на тяжелый труд, к примеру, или на то, что придется еще какое-то время преодолевать, может быть, сложно, или с какими-то сложностями я могу столкнуться. Вот кто-то так себя может настраивать. А тут вот что-то легче будет. Тут что-то будет для вас. Да, по аркану императрицы мы надеемся только сами на себя. Но я тут вижу, здесь неожиданные именно какие-то либо бонусы, либо какие-то добрые сюжеты в отношении вас. Неожиданные контакты. Королева Пентаклей, вот смотрите, энергетика, кстати, у этих двух карт одинаковая, такая теплая, земная. Хоть и, конечно, аркан императрица может означать для кого-то из вас, ну, любую сферу жизни, а королева Пентаклей будет говорить, но это иногда это, кстати, идут неожиданные контакты, может быть, это какой-то конкретный человек из ваших родственников, может быть, даже далеких родственников. Мои дорогие мужчины, правда, важная женщина в вашей жизни тут может быть. Вполне вероятно, та женщина, которая была когда-то, может быть, в вашей жизни, и здесь будет состоять выбор, может быть, это даже, кстати, выбор кого-то, да. У нас период с вами такой, что даже люди, которые принадлежат к вашему окружению, у них пусть в жизни что-то меняется, но посредством того, что вы вместе имеете какие-то общие планы, или, может быть, буквально вы родные люди, любящие люди, значит, у вас тут тоже, у человека поменялись планы каким-то образом, это будет воздействовать на вас. А может быть, желание быть вместе, проживать вместе, у кого-то наоборот, именно та дружба, которая может перерасти в чистую и искреннюю любовь и в более такие серьезные планы на будущее. Но королева Пентаклей – это именно человек надежный. Ну хорошо, тут не совсем даже про неожиданность, тут скорее про стабильность. Единственный вариант, но все-таки есть. У вас, видимо, выбор сопряжен с тем, что когда-то, как минимум, может быть, вам что-то не нравилось или не сложилось. А вот теперь, как привет из прошлого у кого-то, может быть, теперь нужно будет вам с чем-то определяться. Но давайте прямо скажем, тройка всегда карта будущего. И вот в этой колоде тройка мечей, мы ее чаще называем израненное сердце. Здесь уже ничего не болит. Я ее называю часто здоровое равнодушие. Тут уже все отболело. Тут уже даже если были слезы, они уже пролиты. Тут если были какие-то очень глубокие разочарования или какой-то сложный период, это уже тоже все прожито. Вас в прошлом нет. Вот нам так наглядно художник демонстрирует пустая постель, смятая.
разлитые чернила, какой-то, может быть, 1000 раз переписанный дневник. Все это не имеет значения. Это раньше. Какие-то были вот такие очень сложные моменты, периоды. И я тут вижу, может быть, была какая-то история конкретно связана с человеком. Ну, иногда это наши близкие проходят, может быть, это для кого-то человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. А для кого-то из вас это ситуация король жезлов, карта харизматичного лидера. Или, правда, неожиданные люди, может быть, два неожиданных таких контакта, да, по королю жезлов. Если мы об астрологии, то это люди, рожденные под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или, опять же, асцендент, да, то есть вот тут по-разному. Но я точно так же допускаю, все же персональные карты могут говорить о том, что какая-то история, да, может быть, у вас и действительно тут у кого-то выбор стоит, у кого-то выбор по работе, и правда совпадает тут, как и прежняя какая-то история, так и день сегодняшний. Но мы спросили неожиданные именно контакты. Может быть, даже от тех людей, которые вам знакомы, я могу допустить, что здесь с учетом какой-то прежней истории вы можете узнать, что у людей меняются планы на будущее. Или у вас самих, мои дорогие рыбы и рыбки, что-то поменяется. Или какая-то новая концепция. Но вообще у вас, надо сказать, тут не совсем про неожиданности. И даже если это происходит, если происходят перемены в жизни других людей, то каким-то образом вам даже это помогает. Итак, к чему все идет, к чему приготовиться? У вас как новый жизненный этап, нулевой аркан. Конечно, не замечтаться, да, видеть, куда вступаем, куда идем, чтобы не свалиться с обрыва. Есть все-таки такое значение в этой карте. Но ведь это всегда новые возможности. Это, знаете, как перевернуть и написать новую, перевернуть страницу и написать новую главу в своей жизни. А что же будет меняться? Хотя сама карта говорит о переменах, ваша карта. Наверное, тут у каждого будет как-то по-своему. Нулевой аркан может, кстати, свидетельствовать как и о желании путешествовать, перемещаться, видеть мир. Не сидеть на одном месте, это точно. Оптимизм тоже идет по этой карте. У кого-то проиграется новая учеба, новая работа, новый план или то, что вот какое-то вдохновение. Вполне вероятно, я допускаю, что вы услышите новость от кого-то из тех людей, которые вы хорошо знаете. Правда, может проиграться для кого-то. У человека меняется, может быть, что-то по работе, может быть, по личной жизни. Тут ведь может являться человек кем угодно. Или есть вот какой-то такой, хочется сказать, трансформационный момент, который может быть связан именно с человеком. Все-таки у вас тут персональные карты выпадали. И вот это известие, оно будет связано именно с тем, что у человека что-то меняется. Но это каким-то образом будет оказывать влияние на вас. По пажу мечей мы можем, знаете, как будто пересмотреть и свои планы. Вот почему здесь выбор. Потому что человек какой-то вам знакомый эти планы тоже вынужденно пересматривает. А что это такое? Рыцарь кубков. Вот карты не говорят. Только еще раз подтверждает, что вы чем-то останетесь довольны. Может быть, это даже у кого-то с учетом последнего вот этого транзита Урана, уже теперь завершающие дни у нас, ну, может быть, даже для кого-то возвращение какого-то человека или необходимые для вас контакты с конкретными людьми, которых вы уже, в принципе, знаете. Для кого-то из вас может быть такой неожиданные контакты, как, да, два человека, которые могут вам даже как помогать, между прочим, потому что у нас в середине тройка мечей, как будто помогать выйти из, ну, какой-то паузы, вот именно из того сложного положения, в котором вы были прежде. Ну, вот как-то так. Давайте узнаем. Личная жизнь, любовь, взаимоотношения. Что ждет рыб и рыбок с 10-го? Ну, вот посмотрите, снова карта говорит. Во-первых, аркан влюбленный. В этой колоде, да, тут про любовь и на личную жизнь, да, шикарно. И я даже не хочу доставать еще какие-то карты, потому что очень добрые карты выпали. И есть, конечно, возможности. Единственный момент. Вот, наверное,
Стоит так говорить, как у нас была двойка мечей, и вот всегда, почему я говорю, делать выбор сердцем. Обратите внимание. А вы люди великие эмпаты. С другой стороны, у вас великолепно работает внутренняя вот эта чуйка, как мы ее называем, да, или интуиция. Девушка наша, колода ведьмочек, бросает ножи, ну, как дротики по мишени. Обратите внимание, она именно вслепую бросает и попадает в цель. Поэтому делать именно сердцем какой-то выбор, может быть, вам и придется. А старший аркан влюбленная, он тоже может говорить, что выбор этот, как ситуация, она может прийти, ну, как с внешними событиями, с внешними новостями или с новостями от конкретного человека. Но и вам-то придется как будто рассмотреть неизбежно какую-то ситуацию или вопрос участия, или наоборот неучастия, и вот этот выбор сделать. Но карта нам сразу говорит, сепарация только иллюзия. Тут как будто мы на что-то соглашаемся, и от этого вы как раз и имеете бонусов больше. Финансы, хотя нам уже сказали, по тройке пентаклей работа в команде, у кого-то новая команда, у кого-то новые коллеги, у кого-то новый руководитель. Иногда это карта сдачи экзамена, может быть, у кого-то буквально подготовка к сессии. Или обучение на рабочем месте, или когда вы рассматриваете какой-то проект для себя, или ну, какую-то стратегию на долгий период времени. Почему говорю на долгий период времени? Потому что по этой карте мы как будто что-то начинаем. Или проходим вот этот жизненный экзамен в результате, что бы мы тут ни учили. Или вообще карта, с учетом тем более старшего аркана нулевого, говорит, для тебя вот до конца апреля это то благодатное время, когда ты не откладывай свои желания на потом. Если вот тебе интересно что-то, ты обязательно этим занимайся или изучай это. Может быть, пусть это будет какой-то первый робкий шаг или первые шаги. Но в последующем здесь ничего не происходит, понимаете, по тройке пентаклей, когда эта карта выпадает. Так вот, просто так ничего не бывает, потому что то, к чему мы приступаем, как будто заново, будь то работа или даже процесс обучения, в последующем мы на это можем сделать хорошие деньги. Поэтому, может быть, как и дополнительный заработок. Правда, у кого-то работа с командировками, у кого-то возможность переезда куда-то, да, или когда вторичный доход, может быть, есть один доход работы, есть и как работа на дому, да, или дополнительные какие-то, ну, способы заработка, может быть, и пассивный доход. У вас две карты шестерка мечей. И я говорю, когда в моих раскладах, тем более в разных колодах, одинаковые карты. Вот для вас две карты заслуженного успеха, которые говорят о том, что да, вот вы в самом начале пути. Вот мы уже не один раз за наш расклад сегодня говорили. Но и с другой-то стороны, ведь это двойной какой-то успех вас ожидает через определенный период времени. И явно тут есть то, чем следует заниматься, что изучать. Или то, что, может быть, начинается с первых шагов, в последующем вы это переложите на практику, и это вам тоже принесет деньги. И тем более мы смотрим на финансы. Может быть, это конкретный человек. Смотрите, король мечей. Вполне вероятно. У вас много персональных карт, поэтому приготовьтесь, что как-то вот людей, контактов у вас будет много. По крайней мере, вот мы смотрим 10, с 10 по 20. Может быть, человек, который рожден напрямую под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или сам имеет там асцендент. Но по этой карте идут руководители, эксперты, у кого-то юристы, адвокаты. Или, может быть, вообще люди, которые работающие с металлом, например, или люди, как узкие специалисты, к примеру, врачи. Но точно так же у кого-то, может быть, ну, банально дома ремонт, нужно пригласить специалиста и оплатить. Может быть, есть какая-то задумка, да, на последующий период. А это также может быть какой-то официальный чиновник. Или вот, как я сказала, юрист. Это те люди, которые работают по приказу. Но они отвечают за свои слова. Это не просто как в пустоту что-то. Вот я здесь вижу, для кого-то это может свидетельствовать о построении карьеры, когда вы, ну так, прогрессируете, скажем так, да, может быть, от одной должности к другой. Или есть прогресс в самой по себе концепции вашей работы и предвидятся какие-то
улучшение, когда и карьера, как по лестнице иерархии, позволяет вам расти, а вместе с этим и финансы к вам приходят. Все-таки мы смотрим на финансы. И сфера ваших достижений. Давайте откроем карту. Но вы останетесь довольны. Правда, мне вот нечего сказать. По крайней мере, по Таро. Хотя где-то планетарно я тоже говорила. Туз кубков будет говорить, что вы, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки, с 10 по 20. Вот правда, не упустите какую-то возможность, которая для вас откроет совершенно новые перспективы. Хотя я не исключаю, что работы для кого-то будет много. Об этом тоже карты нам сказали. Но сил как будто хватит. И помощники есть. Есть те, кто за вас переживает. Вот это факт. Те, кто вас любит. Поэтому у вас все получится. И карты об этом уже не раз сказали. Перекладывайте на себя. А я благодарю вас за вашу эмпатию, за вашу доброту и душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.